Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся на обед в средневековую Европу и отведаем настоящие кулинарные шедевры тех времен. Мы покажем вам самые изысканные деликатесы, которые радовали самих королей в эпоху рыцарей и замков. Только представьте, как в роскошных залах средневековых замков подавали жареных лебедей в перьях, разнообразную дичь, дорогущие черные трюфели и огромные пироги с начинкой из живых птиц. Впечатляет? Еще бы! В этом видео мы расскажем вам, какие деликатесы считались символом богатства и статуса, и какие блюда готовили на праздники и свадьбы. Готовы погрузиться в атмосферу тех времен, когда еда была не просто средством насыщения, а настоящим искусством. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. А теперь поехали! Впереди много интересного. Сыры. Если вы надумали возразить, мол, в средневековье сыры не были исключительно едой богатых, то придержите эту мысль. Ведь сыры служили как скромной пищей для простолюдинов, так и изысканным продуктом для знати. Сыр в целом был доступен и использовался в рационе всех слоев населения. Перенесемся в Древний Рим. Да, там сыр был простой пищей сельских тружеников. Его, безусловно, ели и богачи, но все же это была подчеркнуто скромная еда. Несмотря на то, что некоторые сыры описаны римскими писателями и даже удостоены внимания поэтов, в том числе Вергилия, слава этого продукта началась только в эпоху Средневековья. Грано Падано, Пармиджано Риджано, Груйер, Бри и многие другие стали знаменитыми сортами сыра, которые до сих пор пользуются всеобщим восхищением. И этим мы обязаны кулинарам средневековых католических аббатств. Именно монахам принадлежит заслуга сохранения или, правильнее, возрождения сортов выдержанного сыра, изобретенных еще в Древнем Риме. Ведь они не просто пытались сохранить доставшееся от античности наследство, но и, будучи самыми образованными людьми той эпохи, развивали его как могли. Представляете, как сыру повезло? 11 и 12 века считаются временем появления таких видов сыра, существующих и поныне, как швейцарский, шапцигер, рокфор, грюйер, чеширский. Пармезан тоже известен по меньшей мере с 12 века. Швейцарский сбринц заново открыли примерно в это же время. В голландских книгах уже в начале 15 века упоминается профессия сыродел, а сам сыр становится валютой. Сыр Бри считался самым изысканным сыром среди средневековой французской знати. Да что там говорить. Бри был любимым сортом сыра самого Карла Великого. И, как всякое изысканное, редкое и дорогое лакомство, Бри подавали с кучей легенд и мифов. Например, говорили, что сыр может жить лишь 84 дня, 4 часа и 23 минуты, а далее в нем образуется яд. В действительности сыр Бри сохраняет свои качества до 84 дней при правильном хранении. Но после этого срока он не становится ядовитым, а может утратить свежесть из-за продолжающихся процессов созревания. Пшеничный хлеб. Основой средневекового рациона служил хлеб, особенно для крестьян и бедного духовенства. Это был самый потребляемый продукт в разных вариантах приготовления. Самый бюджетный вариант стоил достаточно дешево, чтобы его могли позволить себе даже бедняки. И за тем, чтобы цены на хлеб не выходили за пределы разумного, следили соответствующие должностные лица. Качество хлеба на столе, разумеется, зависело от дохода семьи. Самый распространенный вид хлеба, столетиями служивший пищей для среднеобеспеченных европейских крестьян, выпекался из смеси пшеницы и ржи. Там, где пшеница и рожь встречались реже, подмешивали в муку ячмень и овес. В неурожайные годы хлеб пекли с примесью гороха и даже желудей. ЗОЖ по-средневековому, не от хорошей жизни. Но мы все же собрались тут поговорить о деликатесах. Так самым дорогим был пшеничный хлеб. Его ели аристократы и богатые торговцы. Белый хлеб был самым лучшим, потому что его делали из несмешанной пшеницы, зерна высокого статуса. Было несколько основных видов – пандермейн или пейнмейн. Хлеб лучшего качества выпекался из дважды или трижды просеянной муки. Также он носил название «господский хлеб». Вастель – хлеб высокого качества из тщательно просеянной муки. Из такого теста, как правило, пекли пироги. Позволить себе такой хлеб могли лишь весьма обеспеченные люди. Кокет представлял собой нечто вроде галет и был несколько дешевле двух предыдущих сортов. Иногда его пекли с добавлением отрубей.
Но почему пшеничный хлеб был символом богатства, а ржаной – бедности? Потому что рожь более устойчивая, растет где угодно и может родиться на любой почве. Пшеница же более капризная. Самый мягкий и белый хлеб получался из пшеницы, которую выращивали на хорошо вспаханной и удобренной почве, что было посредством только владельцу поместья, хозяину больших земельных угодий. Столетиями белый пшеничный хлеб был привилегией высших сословий. Чем белее, тем лучше и дороже. Противопоставление этих двух продуктов, ярко выраженное с социальной точки зрения, подчеркивалось цветом. Пшеничный хлеб белый и дорогой, а ржаной – черный и дешевый. Пряности. Да, пряности – это не отдельное блюдо. Но мы не можем не упомянуть их, поскольку некоторые заморские пряности в средневековой Европе ценились на вес золота. Если бы у человека в то время появился сундук пряностей, он бы мог безбедно жить всю оставшуюся жизнь. Да что там говорить, даже обычная соль ценилась дороже золота. Классические пряности с момента их известности в Европе имели большое влияние на экономическую и социальную составляющие жизни общества из-за малой доступности и, как следствие, высокой цены. Едва ли не до 18-19 веков пряности являлись предметом роскоши, средством накопления капитала и взаиморасчетов. Например, в Средневековье во Франции за фунт мускатных орехов можно было приобрести 3-4 овцы или корову. Генуэзцы в XII веке платили наемникам наряду с монетами перцем. Даже штраф мог быть оплачен пряностями. В XIII веке горожане города Безье за убийство виконта были приговорены к выплате в виде 3 фунтов перца. Почему же привычные нам приправы так высоко ценились? Дело в том, что многие пряности не произрастали в Европе. Они попадали туда с Малукских островов, через Индию, Аравию и далее через Венецию и Геную. По этому пути доставлялся имбирь, гвоздика, черный перец и корица. Требовалось не менее 3 лет для того, чтобы урожай, выращенный на Востоке, достиг Европы. Нетрудно подсчитать, что на этом пути каждый мешок с пряностями облагался различными налогами не меньше 10-12 раз. В итоге их цена в Европе поднималась до заоблачных высот, а с годами только росла. Сама возможность употреблять пряности говорила о богатстве и высоком положении хозяина дома и его приобщении к самым высоким ценностям тогдашнего бытия. Что касается соли, то она была основным консервантом, что делало ее незаменимой в хозяйстве. Кроме того, соль использовалась для уплаты налогов и даже служила средством обмена. Поэтому владение солью тоже символизировало высокий статус и богатство. Галантин. Галантин – французское блюдо со старинной историей, ведущее свое начало из средних веков. Его название происходит от старофранцузского слова «галатин», означающего «желе». То есть можно сказать, что галантин – это заливное, но выполненное очень изящно, с выдумкой и особым французским шиком. Как вообще средневековым поварам пришла идея начать готовить галантин? Дело в том, что при дворе французских королей оставалось много мясных продуктов от приготовления блюд к столу правителей. Чего добру пропадать? Повары стали эти продукты подолгу вываривать в небольшом количестве жидкости, чтобы выделялся естественным образом коллаген, и такая жидкость в виде бульона могла застывать и превращаться в желе. В основном галантин готовили из отварного мяса птицы, дичи, свинины, телятины или кролика, которое после варения отделяли от костей. Отваренные продукты измельчали, сдабривали бульоном, заворачивали рулетом на слое мяса или на коже птицы. Также могли использовать тонкий пласт говядины как основу рулета с начинкой из измельченных продуктов. После застывания блюдо держало форму рулета. Такое блюдо подавали на стол при дворе короля, а также на других богатых праздничных столах. Со временем технология приготовления галантина существенно упростилась. Рулеты могли вовсе не крутить, а кусочки мяса, птицы или рыбы заливали в форме бульоном с большим процентом желатина. Охотничьи деликатесы. В средние века охота была широко распространена на всей территории Западной Европы. Но изобилие дичи в лесах вовсе не предполагало ее изобилия на столах. Дичь считалась деликатесом и привилегией знати. Дичью в средние века считались кабаны, зайцы, олени, различные птицы и даже бобры и ежи. Крестьяне и ремесленники ели доступную им домашнюю живность – говядину, свинину, баранину, курятину и конину. Они использовали в еду не только мясо, но и все органы животных – уши, хвост, внутренности.
А сама охота являлась исключительно занятием аристократии и представляла собой нечто большее, нежели просто развлечение. Сложные охотничьи ритуалы были неотъемлемой частью королевского этикета, а мастерство охотника ценилось как некий аналог рыцарской доблести. Феодалы ограничивали бедняков в этом занятии, да и сами они баловались жареными кабанами далеко не так часто, как это можно представить из красочных описаний пиров. Занятие охотой нередко обеспечивало то разнообразие блюд, которое всегда присутствовало на столах знати. Но, несмотря на это, она редко становилась главным источником питания. Охота была некой ареной для социального взаимодействия и помогала воинам в мирное время сохранить хорошую физическую форму. Дельфины, тюлени, бобры. Во время Великого поста церковь запрещала есть мясо, но была благосклонна к рыбе и морепродуктам. Поэтому знатные особы не отказывали себе в деликатесах. Например, в XVIII веке на стол подавали уху, в составе которой помимо привычной рыбы были тюлень и морская свинья. Возможно, вы сильно удивитесь, но в Средневековье тюлени и дельфины считались рыбой, а потому их употребляли во время поста. В одной из средневековых кулинарных книг конца XIV века «The Form of Cury» можно найти рецепт пшенной каши с миндальным молоком и мясом дельфина. Да что там говорить, если в рационе поста средневекового человека также были бобры, а точнее их хвосты, по аналогии с прочей водной живностью, проводящие много времени вне суши бобры считались рыбами. И хвост их был самой рыбной рыбой, потому что и по форме напоминает карася или форель. Ели бобров и их хвосты настолько успешно, что к 17 веку на территории Великобритании их почти не осталось. Но благо к сегодняшнему дню популяция все же восстановлена. Лебедь в перьях. Почти 1000 лет назад, в XII веке, английские короли заявили, что все лебеди в стране теперь принадлежат им. Причина этого поступка довольно проста. Эти птицы раньше считались ценным деликатесом, поэтому короли хотели обеспечить бесперебойный поток дичи на свой стол. На королевских пирах в средневековой Англии мясо молодого лебедя считали изысканным блюдом. Королевская птица к королевскому обеду. Ведь какое еще кушанье могло подчеркнуть торжественность момента и значение дворцовой церемонии? На пирах знатных родов лебедь был не просто едой, а важным элементом праздника, демонстрирующим статус и власть хозяина. Мясо лебедя было не самым распространенным, и его приготовление требовало определенных навыков, что делало его еще более редким и дорогим блюдом. Птицу часто подавали целиком в своих перьях, украшенную золотом и драгоценностями, что превращало трапезу в настоящее представление. Да-да, виртуозные повара умудрялись аккуратно снять кожу с перьями, запечь птицу, а потом облачить тушку обратно в свою же шкуру. Сначала птицу показывали гостям, как правило, еще не разделенную и украшенную. Затем лебедя уносили, нарезали на небольшие куски и подавали гостям. Выглядело эффектно. Но как же жалко этих прекрасных птиц. Сахар. Сахара Европа долго не знала, а появился он там благодаря арабам. Каким образом? Сейчас расскажу. Первоначально сахарный тростник выращивался в Индии, а затем технологию его обработки разработали в Персии и распространили в другие регионы, включая Средиземноморье. Начиная с IX века арабы научились получать сахар из сока тростника, уваривая его и кристаллизуя. Затем они же распространили эту технологию на Сицилию и в Южную Испанию. Крестоносцы во время своих походов на Святую Землю встречали караваны со сладкой солью и привозили его в Европу. Но и тогда сахар продолжал оставаться роскошью. В начале 15 столетия 6 килограммов сахара стоили столько же, сколько лошадь. В те времена большинство людей ели сахар в среднем по 1 ложке в год, а некоторые из них за всю жизнь так никогда и не попробовали этот продукт. Да что там говорить, одно время сахар можно было достать только у аптекарей, которые его приберегали для больных. Несмотря на высокую цену, сахар, который долгое время считался арабской специей, занял свое место в кулинарии уже на излете Средневековья, примерно в 15 веке. Поваренные книги Италии, Испании и Англии того времени включают в себя рецепты изготовления с помощью сахара сладостей, основных блюд и напитков, например, сахарных конфет, засахаренных фруктов, подсахаренных бульонов и пирогов, подслащенного вина с пряностями.
Начиная с X века в Европе весьма продвинулось свиноводство, и полудикие кабаны содержались в деревнях. Однако на выпас их по-прежнему выгоняли в леса и дубравы. Наблюдая за поведением своих полудиких питомцев, пастухи-свинопасы заметили, что свиньи выкапывают из земли какие-то черные шарики и с удовольствием их едят. Кто-то когда-то их попробовал и понял – это не только съедобно, но и вкусно. На протяжении нескольких столетий европейские свинопасы ели трюфели просто как небольшую прибавку к зарплате, как бесплатную еду. Так началась европейская история черного трюфеля. С конца XIV века его едят во многих благородных домах. Этот редкий и экзотический гриб использовался в различных блюдах, придавая им уникальный аромат и вкус. Его собирание стало настоящим искусством, а стоимость трюфелей достигала завидных высот. Трюфели были популярны среди аристократии и использовались в роскошных банкетах и приемах. А с XVII века начинаются попытки его разведения, которые через 100 лет принесли свой результат. Пирог с сюрпризом. На сегодняшний день самым необычным, но уже стереотипным сюрпризом в огромном пироге или торте стали девушки в бикини, которые выпрыгивают из него и начинают танцевать. Однако в средние века сюрпризы были намного необычнее. Как насчет того, чтобы из пирога вылетали птицы? Как оказалось, такие пироги действительно существовали и даже пользовались популярностью. Короли и аристократы средневековой Европы очень любили угощать такой выпечкой сюрпризом своих гостей. Это чудо старинной кулинарии называлось Blackbird Pie – дроздовый пирог. Хотя запекать туда могли все что угодно, вплоть до живых кроликов и белок. Кто первым придумал и испек дроздовый пирог, сложно сказать, но впервые он упоминается во французской поваренной книге XIV века. Но можете не переживать, на самом деле при изготовлении таких чудес кулинарии никого живьем не запекали в печке. Оболочка пирога выпекалась отдельно, наполненная мукой. Затем внизу проделывали отверстие, через него муку высыпали, а птиц или других животных запихивали внутрь. Стенки, вероятно, были не очень вкусными, да и птички вряд ли сдерживали естественные потребности, сидя в темноте. Так что блюдо это подавалось не для еды, а только для развлечения. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какой деликатес родом из Средневековья удивил вас больше всего.